Всем привет! Ну что, очередное превью перед очередной серией. Как мы думали, что это будет последняя наша серия в данном электропробеге. Поэтому все, кто говорил, что мы едем до славного прекрасного города Геленджик, эти ответы будут засчитаны. Но, как вы понимаете, азарт берет свое. Мы разыгрались, мы почувствовали в себе уверенность, мы стали ездить круче, мы стали снимать, делать съемки качественнее, и мы решили продолжить наш путь. Но прочитали небольшую критику. Я, конечно, с ней не соглашусь, что с нами была машина сопровождения, что это легко. На самом деле машина такая подстраховочная была ситуация, в которой мы просто не понимали, на что способны данные электроскутеры. В принципе, мы теперь поняли, что они едут, и все очень прекрасно. Поэтому следующая часть дистанции у нас будет без машины, и она будет настолько опасна, и я даже скажу, забегая вперед, травмоопасна. Поэтому мы продолжаем наш электропробег. Ну и в подведение перед просмотром данной серии, промежуточного нашего финиша, очередной вопрос. Кстати, итоги по итогам 7 серий, я подведу итоги правильных ответов, и мы их выложим у себя на YouTube-канале в сообществе и в нашем Instagram-канале. Поэтому вопрос от меня: где мы отпраздновали с ребятами наш очередной финиш? Поэтому оставляйте свои ответы в наших комментариях. Я надеюсь, вам все нравится. Спасибо, приятного просмотра. Погоняем? Невыгодно в России что-то делать. Надо перегородки выше ставить. Сядем, возьму американо самый большой. Они как будто на клиентской базе побывали. Я свою машину так не мою, как ты байки сейчас моешь. Все, пишет, я включил. Ну вот плохо, что сейчас он пишет. Гаишников ты не... Я заснял. Ты с ним поздоровался? Нет. Тебе не стыдно? Нахер они нужны. Блин, они что, хорошие люди. Слушай, ну он не стал снарить, говорю, здравствуйте, здравствуйте. Он такой, и аккуратнее, говорит. А что, едем в касках? Без каски бы остановил еще. Что, ну едем, догонит, наверное, да? Его гаишник мог тормознуть. Ну, могут тормознуть. Так у него нет ни доверенности, ни страховки. А вон едет. Да не остановит, он видит, что мы с флагами. Ну все, Дивноморская, Геленджик в ту сторону, Пасковеевки мы были. Мы едем дальше. Осталось совсем немного, в принципе. Я сейчас съехал с горки, я даже газ не давил, я шел накатом, у меня вольтаж уже садится, батарейку скоро будем менять, 52, сейчас вот приехал, у меня он подзарядился, поднялся вольтаж почти до 55, я просто с горочки 57 просто, ехал сейчас и прям классно. У меня все-таки с горки на трайке хочется побыстрее, а вот в горку, кстати, на трайке реально, когда поднимаешься, первый режим поездки прям... О, не спасибо. Короче, его за глаза. Ты что, с ключами в багажнике ехал? Да? Что, может мне сразу поменяем тоже, да? Или что, досаживаю до конца? Давай досаживай. Реально, чтобы потом понимать, мы посмотрим общий пробег, сравним вообще, что мы проехали. Я посмотрел около 400 уже. 400 километров? Да. 400 километров? Около 400 километров. Не кисло. Приятно, все пикают, да, нам? Все нам пикают, говорю, махают. Приятно очень.
Здравствуйте! Въезжаем в Геленджик! Бейба! Мы добрались! Геленджик, детка, да! Есть! Красота, друзья, неимоверная! У меня мурашки по коже! Просто огонь! Река Третья щель! Ха-ха-ха! Просто класс! Сейчас покажу. Смотрите. Это же нечто просто. Это прям... Блин, это кайф. Вот они, по правую сторону и по левую, видите, какие булыжники валяются? Вот именно такие сеченые острые камни. Вот про них я и говорил. Как раз такого формата камни и булыжники были в сосновой роще. Прям по дороге раскиданы. И колеса целые. Это удивительно. За это Паша огромная благодарность едет впереди меня на БС-30 сейчас. Как раз за то, что накачал давление ровно до 2 атмосфер в каждом электробайке. Потому что я настаивал на 3. Ну, я так привык, мне так комфортно. Да, я не учитывал, что мы будем залетать куда-то на бездорожье. Паша все-таки местный, понимал, что будет впереди. И он был абсолютно прав. 2 атмосферами. Все, мы приехали. Сейчас меняем батарейку. Сейчас мы будем менять батарейку. Андрей мне в этом поможет. Блин, хотел вот эту вот касочку одеть. Что-то это не одел. Забыл. Меняем батареечку. Что хочешь? Меняем? Поменять? Да. Я нужен? Ну конечно. А? Батарею туда облокачиваем. Меняем батарейку. Батарейка тяжелая. Ну, уже почти у цели. Надеваем шлем, надеваем каску и поехали. Вы можете так проехать и свернуть направо, вон. Езжай прямо и сворачивай направо. Там будет надпись Геленджик. Там, как Голливуд, только там будет Геленджик. Также красиво. Набережная очень красивая в Геленджике. Он такой более, я считаю, что это один из самых цивильных после Сочи курортов. Прям цивильных. Море здесь хорошее. Движуха неплохая. Заведений много. Все в порядке, ничего нигде не замкнуло, ничего не залито. Как я и говорил, самое главное в электронику не лить напрямую, и все будет отлично. Даже при условии штатной влагозащиты с завода. Так что все огонь, все бомба. Едем дальше. Приветствую Геленджик. Приветствую жителей Геленджика и всех туристов. Ничего? А? Праздник? Да у нас пробег. С Краснодара.
надпись наверху Геленджик на горах. Как в Голливуде. Сказал то, что дорога на Новороссийск накрыта. Не знаю. Как ехать в Крым, непонятно. Все, поехали. Осталось на 18 минут, все. За мной, поехали. Поехали, поехали. Поехали! Кстати, вот мы едем сейчас по территории Геленджика. И что хочу вам сказать. Вот, в Геленджике проблемы с пробками. Постоянно пробки. Постоянно одностороннее движение, узкие улицы. И вот им, кто живет в Геленджике, я советую данный наш электроскутер, потому что здесь они очень удобны были. Очень удобно. Мы можем позволить себе ехать и без пробок. Все, мы тронулись дальше. Сейчас едем по Геленджику. Ставим на стоянку байки. Отдыхаем и едем дальше. Вот, сейчас вот мы ехали, и нам было очень комфортно. Пробки, а мы выезжаем машину. Очень удобно. Смотрите, какие колоритные люди сходят. Колоритная девушка, да? Поехали. Ну, хорошее место у вас, вот это вот угловое, да, такое прям? Ну да. Само то. Просто здесь многие тоже вещи хранят, и у меня тут свалка под склад. Ну, розетка есть одна. Ну, если можно будет попросить, чтобы подсветить. Да, нам проще забрать, подзарядить и все. Ребят, ну все, финалочка. Мы добрались до конечного пункта. Кто узнал, кто отгадал, кто написал в комментариях. Мы найдем победителя обязательно. Что у нас там разыгрывается за конечную точку? За конечную точку мы разыгрываем каску. Вот ту. Шлем. Шлем, да. Огонь. Да, я думаю, да. Думаю, ребята оценят. Извините за наш вид, но он немного уставший. Да. 3 дня Он поездки. вообще не бритый. Да, немного устали, конечно. Сейчас мы находимся в Геленджике. Мы приехали. Покажем вид? Да, покажи. Вид фонтан. Покажи это. Фонтанчик. Красивенький какой-то бьет. Замечательно. Пути на выезде. Ну, в общем, вот она, ребят, наша финальная точка. Вообще очень интересно. Павел. Павел тоже очень сильно устал. Вот, вообще, что хочу сказать. Да, мы устали, но самое главное то, что мы убедились в надежности. Вот тут мы все, мы и нагружали, и такие там просто длинные, там 5-километровые подъемы были, спуски там. И в чем там, в воду мы их и мыли, кстати, мы их помыли. Грязь, да. Что, у нас отвалилось, по сути, у нас от этой крепления флага задний стоп, да, разбился? Стопарь, да, задний габарит. Вот. И то он целый, он рабочий, только пластик разбит. Да. И у нас отлетели болты на БР-50. Да, от заднего крыла. Да. Ну, от вибрации. Что, утопили мы трехколесник БР-60 ProFast. Так он отсох и сам, в принципе. Кстати, хорошее место заведения.
Вот засни, покажи. Сыроварня. Топовое место. Сейчас мы заскочим. Мы, наверное, тоже пойдем. Очень интересно слышать вашу обратную связь по поводу нашей повестки. Вообще нужно, Анна была, либо вы херней занимались, может, реально прям круто, вам понравилось, и вы действительно увидели. Ну, по крайней мере, я себе доказал, я был в шоке, я реально был в шоке, когда я еду на BR50 в большой подъем, а Рома на BR30 ProFast на второй скорости. Мне так играючи, ручкой машет, и он просто меня обгоняет, как стоячего. А что творил трайк BR60? Это просто, это такое ощущение, что это вот такая штука, которая и под, не знаю, по какой градус, но вот по максималке измерить, вот взять. Слушай, максимально. И просто хочется узнать, где вот то... Где этот предел угла? Предел подъема угла для трехколесного трайка. Скайборд BR60, ну и BR40, кстати, да, тоже комплектация на внедорожной резине. Он по функционалу такой же. Где предел, вот это вот предел, который он не сможет подняться, потому что то, что мы поднимались, и это была не ровная дорога, это были просто ямы там какие-то, и он спокойно поднимался. Ну это вы сами все видели, когда смотрели. Ну, в общем, проехали реально от Краснодара до Геленджика и не нашли ни одной такой горки, где бы трайк не смог забраться. Ну, вот, к сожалению, пока нет. Не знаю, когда найдем, тогда обязательно покажем. Ну, понятно, что нужно как бы из ума не выживать, то есть не какая-то не трава, не прям в гору какую-нибудь там степь лезть, а нормальная дорога, где проезжают автомобили, то есть где можно проехать на транспортном средстве. Ну, а в принципе, да, вот мы ехали все это время, и я бы не сказал, что мы какую-то тормозили, да, то есть мы никого не тормозили, ехали в потоке, да, там, да. Разогнали 73, 75 для этих байков. Ну, это очень круто. Я очень рад. Я вот настолько эмоционально я счастлив сейчас, то, что мы сделали. Ну, это действительно очень круто. Это очень круто. Да, реально. Эмоциональный подъем. Прям впечатлений. Впечатлений куча. Да ладно, нормально. Прикол. Ты же хотел все, чтобы гайцы нас тормознули. Ага, сейчас. Вот им реально пофигу. Ребят, вот я прям уверен. Если вы не хотите, чтобы вас останавливали гаишники... Одевайте каску, все. Ну, шлем, понятно. Флаг скайборда. Флаг скайборда, да. Они будут от вас морды воротить прям. Ну, потому что понятно, что если ребята едут с флагами, там, очень вызывающе себя ведут на дороге, ну, у них все есть. И водительское удостоверение, вообще к ним никак не подкопаться, и нафиг бы они сдались. Так что, чем более вызывающе вы себя ведете на дороге, в принципе, да, я не имею в виду хулиганство ни в коем случае, не хулиганьте. То, что делал я, особенно на треке, не советую, потому что, ну, для этого... Нужно готовиться, это нужно уметь просто делать. Когда я встал, да, такой машу тебе, а машу показал как гаишник. В итоге ДПСником, да. А другой едет, я говорю, останавливать будете? Он говорит, нет, вы только аккуратнее. Они даже не хотели, но были такие. Съездили на дачу Путина, на дворец Путина, который там все говорят. Да. Это была граница, по воде нельзя, за забор нельзя, погранзастава. Снимать в сторону дворца Путина и этого направления нельзя. Тоже, да, запрещено. Но мы это сделали, поснимали. Но в итоге, да. Да, так что мы реально, может быть, для многих показали какую-то локацию, да, то есть, да мы сами для себя просто кайфовали как мест, мы купали, загорали, и кушали, готовили, ехали, разговаривали, общались, ну, сколько байкеров, да, нам там. Ну, да. Парень, да, вот байкер сейчас говорит, давайте встретимся, посидим. Ну, может, сейчас найдем его где-нибудь здесь на набережной. Многие в шоке, они говорят, это электрические электроскутеры. А сколько человек нам подходило? А когда узнают, что мы с Краснодара приехали на них, просто в шоке вообще, типа. Сколько подходило, потом какую-нибудь на локацию, куда подъезжаем, народ подходит, обходит, фотоет, и мы просто с ними разговариваем, очень долго рассказываем. То есть да, что это такое, как это? Потенциал огромного электротранспорта, и люди, ну, не видят, не знают, что он такой есть, что такое можно взять, приобрести, там и все такое. Поэтому очень круто, вот он катается, видишь? Да, он поехал. На маленькой ситикоке какой-то. Да, кстати, у нас скоро будут такие бюджетные варианты, которые... У нас будут и бюджетные варианты, у нас будут новые модели мощные. Очень много чего изменится, очень много чего добавится. В общем, готовьтесь. Производитель Skyboard теперь всегда с вами будет на связи. Будет также выкладывать видосики. Инстаграм скоро будет запущен по полной программе. Подписывайтесь на инсту в описании к ролику. Кто хочет заниматься также электротранспортом, да, развивать его и находится в другой стране, звоните, пишите, то есть готовы сотрудничать. По зарубежу это что? Европа, Америка, Аргентина, Австрия, Австралия? Швейцария, Испания, Норвегия. Нам посмотрели там порядка 30
На следующий день 35 стран с нами сейчас на связи, которые, ну, хотят из-за пандемии, понятное дело, что где-то, понятно, розничные клиенты. Но это, наоборот, тебя толкает еще вперед, что значит, четко делаешь все правильно. Да, направление у тебя верное. Вот это обязательно сними. О, кто это? Ну, памятник. Памятник. Да, Андрей, сразу скажу, патриот. Патриот очень серьезный. Обожает Ну, ладно. 9 мая. Ну, слушай, все правильно. В какой стране живем, какую страну отстояли наши. Детям надо прививать, да, никто не спорит. Ну что, по плюшкам, в принципе, что у нас, слушай, целая куча запчастей, которые по факту в итоге не понадобились, остались в машине, мы их выгрузили, они поедут обратно. Нам понадобились хомуты. Хомуты и батареи. Хомуты на крыло, да, и батарейки. Ну, в общем, как мы ехали, вы сами видели, это подзарядка батарей во время ночлега, то есть мы останавливались в гостиницах, останавливались в каких-то домах отдыха. Вот. Обычный заезд там, на самом деле, недорого даже получалось. Я думаю, цены, возможно, ребятам будет интересно, так, если они соберутся на пробег куда-то. Там до 5000 у нас выходил на четверых. 5-5 это предел, да? В номерах гостиничных, причем номерах, где мы можем реально подзарядиться, поставить аккумуляторы, по розеткам распихать. У нас выходило, что за ночь заряжаются все батарейки, всего у нас было их 9 штук, получается. Одна из них, причем, какая-то непонятная, она у нас в итоге не работала по факту. То есть 8 батареек на 2 байка, BR60 и BR30. И 2 батарейки. И 2 батарейки на 5 ампер на BR50. На BR50, мы это за да. ночь заряжали, беспроводных 3 зарядок. На каждый это было по зарядке. Все, нам хватало. То есть 70-вольтовый сколько? Раз 4 часа у нас получалось. Можно попасть в И, видеоблог? соответственно... В видеоблог хочет попасть. Да. Давайте Попали, сделаем. мы попали. Все. Повернется, нет? Да, есть! Захотела девушка в видеоблог. Попала. Мы сейчас дойдем В до итоге, да, фонтана за ночь и- все это заряжается спокойно. Ребят, ну и ночь, опять-таки, у нас пробег был по югу России. Здесь в 6-8 часов обычно уже все, ищем отель, да, подъезжаем. И вот с этого времени, считайте, с 10 даже, в принципе, часов вечера можно спокойно до 8 утра зарядиться. Прям вот хватит с головой и 100 километров прям следующего пути. Слушай, День гнать по серпантину Ну, когда куда-нибудь. мы заряжали батарейки, несколько батареек в одной комнате, это такое ощущение, что находился в помещении по производству майнеров. Это, было конечно, очень- шумные зарядки, но зато качественные, что самое главное. это было Повернемся к этому фонтанчику. О, красота. Завтра у меня прием у врача, я снял вот этот блиндаж, потому что неудобно было в нем ездить. И несколько раз ударял этот палец больной, поломанный, он реально исход поломанный, но по-другому никак я бы не получилось проехать. Было бы неудобно. Да. Ребят, пишите, не стесняясь. Обратная связь. Вот, ну, важно, очень важно ваша обратная связь, она прям нужна нам. Вот, она очень сильно нужна. Чтобы понимать, правильно мы вообще сделали, что потратили 3 дня на проверку, на это путешествие в целом, да? Если она зайдет, у нас есть крутые локации, мы готовы ехать дальше и более экстремально, чем это мы сейчас делали. С нам еще помогал другой Андрей. Да, человек-телефон. Вот, человек-телефон Андрей. Вот, человек-телефон Андрей. Вот, он даже сейчас на телефоне. Постоянно на телефоне. Андрей, человек-телефон, помогает. Вот. И Павел. Павел у нас это потерялся. Ну, мы его уже показали. Все классно, сработали слаженно, команда, и я доволен. Я очень доволен, эмоции переполняю, ну прям на запредельном уровне. И жарко. Ну все, еще, ребят, жарко. да, жарко, немного загорели, устали, лица у нас уставшие, но в душе очень довольны. Класс. Вот, ладно. Ребят, ваш скейтборд. Счастливо. Лайки, Подписывайтесь. комменты. Лайки, комменты, подписки на YouTube, Instagram. Все, Андрей. И Роман. Пока. До связи.